Друзья, привет! У нас недавно проходил конкурс среди моих учеников. И задача в конкурсе была такая. Нужно было свести реальный трек исполнительницы. Это был трек Стелла Несси, американской исполнительницы. И вслепую, не зная, чей трек является чьим, я выбирал победителей, и исполнительница выбирала победителей. И тот релиз, который победил, он будет издан. И вот, собственно, сегодня у нас интервью с победителем этого конкурса, с Евгением. Я вам сейчас покажу его работу. То есть я покажу микс, который демо-микс до сведения, потом покажу референс и покажу его работу. И Евгений расскажет, как, собственно говоря, он пришел к такому качеству сведения, что он сделал с треком, как он все обрабатывал. Я думаю, многим будет полезно. Евгений, кстати говоря, учился на первом потоке нашего курса по сведению по системе Multibus. Итак, вот изначальный трек исполнительницы. Сейчас я вам его проиграю. You've got no thoughts behind your eyes. Such a private guy with a perverted mind. Maybe that's why I obsess on what I can't find. It's not a sentiment, I'm an idiot. So cliche to want to touch me there. Hold me till I'm close to end. It feels unfair. We're not on your own floor, playing with your hair and feelings. Nothing that could feel more fleeting. Wonder what it would be like to. I just wanna know the deep dive, the hard drive, the things you do that no one sees. Your guilty pleasures, lay it on me. I just wanna know your regrets. А так звучит микс Евгения. The deep dive, the hard drive, the things you do that no one sees. Your guilty pleasures, lay it on. Итак, еще раз. Вот это было. The deep dive, the hard drive, the things you do that no one sees. А это стало. The deep dive, the hard drive, the things you do that no one sees. Your guilty pleasures, lay it on me. Вот фрагмент куплета послушаем. Было так. Oh, I wanna get so close till we finally feel something. Стало. The hours slow. I wanna get so close till we finally feel something. I heard you when you kissed me. Now I know what it tastes like, and I pay. Это референс. What you did when you kissed me, nothing. I heard your name in her mouth. Guess what they say is substance now. But I'll still crawl back face down till I fall out. All my desires let me down. Confession is all I care about. Don't want your heart, just wanna hear you out. I just wanna know the deep dive, the hard drive, the things you do that no one sees. Прекрасная работа. Полную версию релиза, кстати говоря, я оставлю ссылочку. Вы сможете ее послушать уже в изданном варианте. Ну а теперь переходим к интервью с Евгением. Поехали. Евгений, привет. Расскажи пару слов о себе. Как ты попал вообще в миксинг? Привет. С 14 лет просто пошел учиться на гитаре играть. Там при школе какой-то кружок был. Начали выступать, собрали группу, а потом стало интересно, как это все записывается. Я пробовал дома писать там на какие-то микрофоны, там игрушечные. Естественно, все это звучало ужасно, и мне стало интересно научиться этому. Ну и вот стал где-то что-то смотреть, где-то что-то читать. Вот. То есть ты изначально сводил свою группу или уже пробовал и с чужими проектами работать? Я изначально вообще вешал студийные наушники на гитару, на акустическую. А если студийные наушники воткнуть в разъем от микрофона, они же тоже снимают звук. Ага. Вот так записывал. Прикольно. То есть ты уже тогда знал условно физику наушников, что это тоже мембрана. Что касательно этого трека. Исполнительница и я, собственно, мы не сговариваясь выбрали этот микс как лучший. Я по своим техническим характеристикам, она по своим творческим критериям. Скажи, пожалуйста, что в этом треке для тебя оказалось наиболее сложным?
Ты когда пытаешься подогнать под референс, то не учитываешь то, что, в принципе, сэмплы другие, да, там гитара по-другому записана, тембр голоса, и ты пытаешься сделать прям так же. Естественно, так же не получается. Тут важно понимать, где остановиться. Рулить, крутить можно бесконечно. Я понял мысль, то есть, с одной стороны, сделать близко к референсу, с другой стороны, не уйти от индивидуальности. Да, просто не загоняться, просто понимать, что в любом случае не будет так же, как в референсе на 100%, потому что сэмплы другие, и просто работать с тем, что есть. И не гнаться именно вот за тем, что у меня звучит не так, а здесь, например, там, низ другой, а у тебя, может, вообще тональность другая трека, а ты пытаешься сделать, а у тебя не получается. Ну, то есть это фактически, да, это стандартная, видимо, такая сложность каждый раз, то есть не концептуально про этот трек, а вообще. Ну, давай, может быть, перейдем к проекту, посмотрим, как ты его сводил, что ты использовал. Давай буквально тогда послушаем, может быть, куплет-припев от этого трека и от референса. Ага, супер. Ну и давай послушаем теперь твой микс, куплет, припев. You've got no thoughts behind your eyes. Such a private guy with a perverted mind. Maybe that's why I obsess on what I can't find. It's not a sentiment, I'm an idiot. So cliche to want to touch me there. Hold me till I'm close to, and it feels unfair. We're not on your room floor, playing with your hair and feelings. Nothing that could feel more fleeting. Wonder what it would be like to. I just wanna know the deep dive, the hard drive, the things you do that no one sees. Your guilty pleasures, lay it all on me. I just wanna know your regrets and secrets. Pretend you're stunned when I'm asleep. Behind my back, you promise that I'll never see. So sure that I'll waste my time. Dig under rumors just to make you mine. I just wanna know you for myself this time. Да, очень крутой микс. И так как это поп-трек, Спасибо. вокал тут супер важен. Расскажи, пожалуйста, что ты сделал с вокалом, как ты его обрабатывал и что помогло ему так сесть в микс? Ну, во-первых, сначала я его потюнил, порезал, Ага, почистил от всяких слюней, щелчков и так далее через RX. Затем, например, автотюн я поставил, то есть после правок, Ага. когда попросили сильнее затюнить. Да, Стелла хотела, чтобы был характер вот этот какого-то немножко тюна такого, как эффекта. Да, я помню, ты добавил. Так, и что еще там? Покажу мейн тогда вокал. Ну, обычный просто шаблон, это не мультибас-система. Но у меня есть такой принцип работы, что я открываю несколько шаблонов, закидываю там, например, в один, во второй. Вот где мне сразу нравится больше звук, с тем я и работаю. У меня есть шаблон, то есть вот такой обычный, потом есть шаблон для металла и вот шаблон, который мы на курсе использовали, мультибас. Есть папка инструменты. И есть папка вокала. В папку инструмента собираются все инструменты. Это и гитары, и ударные, там, и скрипки, и FX, ну и так далее. То есть все, кроме вокала. Вообще все, кроме вокала. Да. Ну, здесь, возможно, какая-то эквализация, да. Может быть, а может не быть, например. Тракспейсер стоит от вокала. Здесь вот, например, 8%. У меня, в принципе, сейчас подход к обработке вокала такой, что вот у меня есть, например, общая папка вокалов. Здесь вот на это количество плагинов можно не смотреть. Тут всего по чуть-чуть буквально. Вот. И это не сразу все стоит, а это, например, вот я делаю, если мне что-то не хватает. То есть я люблю работать так. Например, если я вот здесь на этом эквалайзере что-то нарулил, да, вот убрал, да, там 250. Я для того, чтобы не поломать то, что я уже сделал, открываю следующий. Здесь, например, еще 420 подрезал, здесь вот низ убрал. Вот. Здесь вот, например, вот такой у меня рэп-бит тейп стоит, немножко склейки дает, потому что у нас есть припевная часть, есть куплетная часть, где-то бэки вступают, даблы, чтобы перепадов по громкости не было, ну и чтобы немножко подсклеить это все. Плотность немножко дает и вот бустит серединку. Еще что-то, да, то есть вот. Ага, тонкие. Минус 50-800. Потом мне захотелось попробовать вот как Smart EQ работает. В итоге он сейчас ничего не делает, то есть я смотрел, даст ли мне какой-то бонус, то что, например,
например, я сделаю там сайдчейн внутри этого плагина. То есть это мы сейчас смотрим группу вокалов, тем не менее, правильно? Да, группа вокалов. То есть здесь можно сделать группу, вот она, да, и так далее. Вот, например, здесь у меня что на переднем плане? Вокалы, гитары, по-моему, и барабаны. Дальше у меня здесь бас, гитары какие-то, акустическая гитара, сзади синты. Да, просто попробовал, как он отделит. Понравилось? Ну, на самом деле, да, становится лучше. Конечно, лучше это делать все ручками, когда вот надо быстро сделать, помогает. Дальше, тут буквально он на полдецибела срабатывает. Компрессор, то есть, чтобы еще меньше была разница между куплетом и припевом, чтобы скачков не было. Тут еще какая-то эквализация, но это все в миксе делается. Да, это понятно. Всегда стоит на группе DSR, который тоже чуть-чуть поджимает эски. А затем вот я здесь захотел что-то расширить. Нижняя Вот. серединка. От 300 до 2. Да, Дальше это еще всегда. какая-то эквализация. Какие-то резонансики, Что-то видимо, ловил. Ага. Дальше вот Мультибенд на вокале, ничего себе. Можешь включить кусочек? Now the deep dive, the hard drive, the things you do that no one sees, your guilty pleasures lay it on. По большому счету он как DSR и чуть-чуть какие-то нижние всплески, середину прям вот минимально совсем по верхам. Угу. То есть вот последний Smart EQ у меня как раз-таки стоит. Окей. То есть я группу вокалов отделял от всего остального. А на самом вокале... Да, там я работать на сейчас группе? покажу, да. То есть Ага. вот у меня есть папка общая с вокалами и есть папка общая с пространственной обработкой. Вот. А дальше идет, ну, то есть вокалы. То есть у меня вокалы идут в эту папку и пространство идет в эту папку. Пространство от вокалов, да, имеется в виду? Да, то есть у меня вот здесь обрабатывается все вместе. У меня потом вот эта вся папка с вокалом и с пространством идет сайдчейном вот сюда. Трек Spacer, ага. И здесь она у меня от 300. продавливает инструменты чуть-чуть под себя. Да, вместе с пространством. На самом вокале, сейчас покажу. Тут вообще классика 7,6, ага. Эквализация. в линейной фазе. Почему, кстати? Потому что есть main vocal, там есть дабл, есть какие-то лиды, там еще что-то. Пел один и тот же человек. Записано, скорее всего, на один и тот же микрофон, плюс-минус одинаковое расстояние. И мы, когда начинаем эквализировать и там жестко резать, там какими-то катами и так далее, у нас немножко плывет фаза, и то есть мы можем низ потерять, можем какую-то мутность словить. Я всегда стараюсь на жесткой эквализации, на какой-то вот такой ставить линейную фазу. Проверял, я ставил обычную, ставил линейную, и в линейной фазе как-то звучит все пободрее немножко. Ну да, кстати, да, на слух она все равно по-разному ощущается. Дальше DSR и вот. Можно сказать, что на самом вокале у тебя буквально вот эквализация DSR и 76-й компрессор, а вся основная обработка происходит, видимо, на группе на вокальной. Или какие-то посылы еще у тебя параллельные там. Параллельных посылов у меня нету, по-моему, вообще никаких. А как ты считаешь, что здесь основное такое формирующее для тембра вокала? Либо эквалайзер, либо какие-то, например, там можно использовать тот же самый character. Но тут я так понял, что ты вот обошелся классикой все. Я, кстати, пробовал с character'ом сводить, но в итоге почему-то отказался. Когда ты записывал отзыв после прохождения курса, ты показывал темплейт в Pro Tools, а сейчас я вижу, ты сводил в Reaper. Почему так? Я свожу сейчас в Reaper, потому что, ну, я к нему привык, он удобный. Я могу сделать вот так, и все, и у меня уже там, ну, условно, вот так, все, и у меня уже есть посыл. В Pro Tools это делается сильно сложнее. Ну да, Pro Tools чуть-чуть подольше по workflow, это правда. Вот. На что стоит обращать внимание тем, кто вот начинает сводить, что бы ты им посоветовал, чтобы действительно миксы получались? Посоветовал бы, да, не гнаться за результатом, за быстрым, а научиться выстраивать балансы, разобраться в базовой эквализации, эквализировать только если ты действительно понимаешь, что ты эквализируешь. Ну и, конечно же, идти к роману учиться. На самом деле, как бы я вот сводил, ну, вроде бы там для андеграунда неплохо сводил, но я заметил, что именно твой курс мне дал какой-то, знаешь, такой толчок, пинок, потому что мы реально очень много сводили, приходилось находить время, приходилось реально прям целыми днями сидеть, что-то сводить. Раньше я так не работал. Сам себя ты, возможно, даже не заставишь. А вот курс, он тебя обязывает что-то делать. Соответственно, когда ты что-то делаешь, ты нарабатываешь опыт. Ну и, соответственно, ты как бы во вкус входишь, тебе вот начинает нравиться, ты все больше и больше, там, потом начинаешь что-то там изучать. Ну, в принципе, я сам по себе такой, что мне интересно все новое. Я постоянно что-то изучаю, постоянно что-то смотрю, там, тестирую. То есть я могу даже тот же самый трек Стеллы 3 дня подряд сидеть и мастерить. Уже отмастеренный, но вот мне просто интересно его перемастерить, там, послушать, как вот, например,
например, с этим прибором бы он звучал, как бы, например, если бы я его не под этот референс, а под другой референс мастерил, как бы так звучало. И вот сижу, изучаю. А можешь Вот. показать, какой в итоге мастеринг у тебя используется? Я, наверное, сразу скажу, чтобы не пугались, попытаюсь логику свою объяснить. Во-первых, почему у меня стоит бас-контрол здесь? Потому что мы можем послушать низкую составляющую референса, ну, то есть как взаимодействует бас и бочка. И ты можешь либо бас вытащить по отношению к бочке, либо, наоборот, бочку притопить. У меня он просто стоит для контроля. Дальше, как бы, я всегда использую Gullfoss здесь 20-20%. У меня вся, как бы, вот эта мастеринг-цепочка, это параллель. То есть не нужно пугаться, то, что это все я вот прям наваливаю. Это все в параллели по чуть-чуть. Просто действительно не знаю Reaper, поэтому мне кажется, что они как будто стоят в ряд. То есть там все это подмешано в каком-то проценте, да? Я сейчас покажу. То есть, ну, например, вот здесь у меня просто контролируется низ. А здесь у меня вот на 20% он срабатывает. Пленочка. У нее есть несколько режимов. Там пленочка, которая бустит низ, бустит вверх, бустит серединку. Мне нравится эта пленка тем, что вот ты крутишь эту ручку, и он тебе мид выделяет. Пленка, она как бы тут не совсем в параллели, она, в принципе, просто немножко склейки, сатурации дает. SSL. Такой компрессор. Но он очень мягко работает, это же бас-компрессор. В принципе, его даже не слышно, работу его. А сильно он срабатывает? Ну вот, примерно вот так. На пару децибел. Ага. Ну да, 2-3 децибела, не больше. Дальше у меня стоит вот такой компрессор. Это аналог Focusrite красного. Он жмет сильно, но я подмешиваю это сильно сжатый сигнал на 20%. Это больше, конечно, для рока такого. Но здесь тоже зашел. Дальше даже не знаю, что за плагин. Скачал где-то. Узнаю. Тоже в параллели, смотрю, используешь. Ну да. PhD приподнят, чакра, ручка основная приподнята, скуп мида есть, то есть это небольшая впадина на 800, где-то 900. Бас приподнят, но в параллели, да, процентов на 60. То есть он чуть-чуть, получается, добавляет низ и верх. Плагин на самом деле крутой. Если бы вот хватало прям мощности компьютера вот настолько, я бы, наверное, его в каждый инсерт ставил просто так. Дальше у меня вот такой эквалайзер стоит. Эту эквализацию я делаю, потому что дальше у меня стоит OTT. Итак, да. То есть да, тут OTT стоит. яд, ага. Здесь вот downward у меня 6%, а upward 106%. И на 13%. Он все снизу достает немножко. Дальше вот такой плагин. Но он у меня здесь стоит из-за сатурации в основном. И еще я вот им делаю здесь вот автоматизацию. Это что вообще? Я его ни разу не пробовал, признаюсь. Это mid-side эквалайзер со встроенной какой-то прикольной сатурацией, мономейкер. И, соответственно, у меня здесь сам эквалайзер отключен. Я вот автоматизацией делаю вот на ручку стереовиз. Просто расширение стерео, ага. Ну, то есть он просто, например, там перед припевом сужает, там на каких-то частях сужает, на каких-то частях расширяет. То есть, по сути, он просто как стереоимиджер и как сатуратор. Отсюда у меня уже лимитирование начинается. God Particle. Так, это что? Ну, это что-то типа энхансера. Но он просто какую-то вот магию дает. Он низы насыщает, склейку дает, и вот что-то еще такое прикольное. Но он очень сильно делает именно буст по низу, и он дает округлость такую и аналоговость, что ли, вот. Клипер. Ну, клипер, понятно, подстригает пики. Вот в этом плагине здесь еще есть лимитер. Вот этот ужас, он подгоняется, естественно, под референс. То есть эта эквализация уже под референс. Обычно советуют, конечно, делать это все на этапе сведения. Ну, по идее, вот я видел довольно-таки известные звукорежиссеры там используют озон матчинг, да, других треков и, в принципе, грубую довольно-таки эквализацию на мастере, поэтому почему бы нет. Я, в принципе, могу сейчас включить без мастеринга трек, и он будет, хорошо он будет звучать. Ну, то есть, понятное дело, там нет такой склейки, да, но в целом он звучит нормально. То есть здесь все по чуть-чуть используется. Smart EQ опять, ага. То есть я мог что-то просто попробовать и такой, ну нет, пусть висит, вдруг потом мне понравится. Дальше СУС, что-то я вырезал тут. Какой-то ну, чуть-чуть тоже. Так, а это... это Impact. В басу трензиенты, наоборот, тут уменьшается, он поджимается, а в серединке увеличиваются трензиенты фактически. Ну и тут 50% всего, просто громкость. Есть вот такой плагин. Что это такое? Я тоже не знаком с ним. Плагин от Sonox, это Clara. Плагин с божественным автогейном. Когда мы эквализируем, мы же фактически меняем громкость
той или иной полосы и так далее. В этом плагине с вот этой кнопочкой нажатой она вообще не меняет громкость. То есть вообще, то есть это надо просто послушать. И когда ты эквализируешь, ты действительно понимаешь, что ты эквализируешь, нужна ли эта эквализация здесь или нет. Вот, и поэтому здесь вот на мастере я его использовал. Я что-то в MIDI, что-то в сайте там ослаблял, что-то поднимал, что-то вырезал и слушал под референс. Так, ну и вот мы добрались почти до финального лимитера. Лимитер. Все по классике. Понятно. Слушай, ну довольно много обработок. Сколько времени ты потратил вообще на микс и на мастер? Часов, наверное, 9, может быть, в совокупности. По 3 часа, в общем. 3 дня по 3 часа. Кстати говоря, сводить в один день или в несколько дней? Что-то Не знаю, возможно, когда я достигну такого уровня, как ты, я буду сводить в день по несколько треков, и будет нормально. Но пока что я поймал себя, на мысли, что я не могу. Для тех, кто не знает, как проходят такого рода конкурсы у нас, я получаю работы, подписанные просто цифрами. Я не знаю, чья работа, какая работа. Первую неделю я даю обратную связь. Кто хочет, может ею воспользоваться, кто хочет, может проигнорировать. То есть это носит рекомендательный характер. Есть еще неделя, люди меняют что-то в своих миксах, и потом я это отправляю исполнительнице. Я не знаю, где какие миксы, она не знает, где какие миксы. Я выбираю своего победителя, она выбирает своего победителя, и тот трек, который она выбрала, она его издает. То есть это работа для реального релиза. И вот так случилось, что у нас совпало, что я выбрал микс Евгения как лучший микс, и она выбрала микс Евгения как лучший микс. Так что он и пошел и в релиз, и также вот является победителем. Почему мы сегодня и общаемся с Евгением, пытаемся узнать, как он мыслит, как он сводит, почему микс получился. То есть получается, вот этот микс с жестким роковым шаблоном, он не прокатил, видимо. Были там такие мысли, что я ничего, по идее, не смогу добиться, в этом конкурсе. Не буду называть причины, просто я посмотрел на участников и думаю, ну ладно, сведу и сведу, ладно. Потом я как бы понимал, что я свел, плохо. Честно, откровенно говоря, свел плохо, я понимал это. Потому что это был сильно экспериментальный микс. Но когда после первой недели я послушал, в принципе, работы все и сравнил их со своей, я понимал, что у меня большие шансы на самом деле. Но все равно было несколько ребят, за счет которых я сомневался. Насчет своего трека я как-то был уверен, что, например, он может тебе понравиться, потому что я очень сильно заморачивался над балансами. У меня всегда в треках куча автоматизации всякой. Да, балансы наши все, друзья, это правда. То есть я, например, слушаю на какой громкости по отношению к вокалу, или к эскам звучит хэт. Как звучит бас-барабан или снейр, какой ревер у снейра, улетает он, не улетает, насколько близко вокал располагается. То есть я это все учитываю, анализирую. Я был вообще не уверен, что выберет Стелла. Я думаю, что, например, микс Ильи ближе к тому, что она привыкла слышать, потому что я послушал ее треки на Ютубе, и они как-то немножко в другом стиле, конечно, сделаны. Она как раз сказала, что у нее сменились ориентиры ее по саунду. И вот этот референс, который она дала, она вот в этом направлении начала двигаться недавно. Как ты проверяешь микс? Вот ты свел трек, ты думаешь, что ты его свел. Какой у тебя механизм проверки миксов? Откроем секрет небольшой, что если ты действительно поработал с балансами, послушал частотный баланс в том числе, то на 50% ты попал. Но, конечно же, нужно проверять. У меня есть твой плагин отличный тоже, снят из JBL-овской колонки. У меня есть Atwell наушники, есть CMF, по-моему, наушники они называются. Потом у меня есть это Neumann N30, и есть еще это Audeze Полонарки. А еще у меня есть автомобиль и есть еще Sberboom большая колонка. Слушай, и вот мне интересно, ты показал довольно большой арсенал наушников. Какие любимые, на чем больше работаешь на мониторах, на наушниках? Нойманы. Работаю в Нойманах. С коррекцией? Без коррекции? Они же... Да, с коррекцией. Да, могу показать, в принципе. То есть коррекция. А почему, здесь, кстати, почему не на планарах? А на планарах нет низа. Как-то без низа сводить. Neumann 30-е многие считают вообще одними из лучших наушников по ровности, по своей. Это правда. Как ты считаешь, если бы ты сводил этот микс 2 года назад, то что было бы по-другому?
то было бы вообще все по-другому. Я как и раньше сводил. Вот, например, у меня есть дорожки, да, там. Я их загружаю в проект. Я там мог не отстраивать балансы какие-то первичные и так далее. То есть, там, окей, что там, с чего начинаем? Давай с бас-бочки. Ну, в принципе, все же с нее начинают. Вот ставлю эквалайзер, что-то пытаюсь крутить. Что-то накрутил на бочке, ну, вроде бы нормально звучит. Потом дальше рабочий, потом дальше бас, потом дальше там гитары какие-то и так далее, потом дальше вокал. Что на мастер ставить? Ну, наверное, какой-нибудь компрессор, ну, или лимитер. Все. То есть, получается, ты больше на отдельных элементах фокусировался, а Ну, сейчас, когда я свожу, я, в принципе, сначала вот я могу целый день слушать тот трек, который мне, ну, предварительно, да, то есть не сведенный, вот по балансам настроенный, все равно же демку скидывает исполнительница, чаще всего, ну, либо исполнитель. Ходить в наушниках, в обычных бытовых, ну, вот и представлять, какие эффекты бы я ставил, какой бы реверб, как бы здесь бочка сидела, например, ну и так далее. Просто представляю, как бы он мог звучать. Потом я слушаю референс. Такой, ого, вот здесь я промахнулся, а вот здесь вот прикольно, вот как в референсе, да? Вот. А вот здесь мне, например, хочется дилеи другие поставить там или краску какую-нибудь другую сделать. Ну, потом я это все загружаю в проект, как бы, и уже примерно понимаю, что мне нужно сделать. То есть, получается, ты сначала слушаешь микс и просто визуализируешь как бы тот саунд, к которому хочешь прийти. Это довольно интересно, потому что я слышал у ряда микс-инженеров, что они наоборот даже там, кто-то боится слушать трек, там слишком много. Ну, то есть это разница. Вот кто-то, вот как ты, визуализирует, кто-то, типа, я наоборот не хочу ничего слышать, чтобы не привыкнуть к треку. На самом деле, ты же слушаешь в обычных бытовых наушниках. Потом, когда ты Ноймана надеваешь, ты такой, о, нифига себе, как все звучит круто. К треку, вот как к чему-то художественному, в принципе, ну, без разницы, привык ты, не привык. Для меня, например, иногда проблема именно усталость ушей. Все, ты уже не понимаешь, выключаю все, иду спать. Ну, и либо иногда просто выключаю, например, и по делам куда-то еду, там, на улицу иду, там, погулять. А потом, там, через часик приходишь со свежими ушами и продолжаешь. Да, хорошо, когда еще есть время, да, поработать, и там можно не спешить. А бывает, что ты вот свел микс, и тебе не нравится, и ты недоволен, что делать? То есть, если вот случается такое, что куда-то все непонятно. Ну, всегда. Я там общаюсь со многими, да, и многие говорят, что им практически никогда не нравится тот результат, ну, потому что ты всегда хочешь лучшего звука. Ну, тут, в принципе, важно просто остановиться, важно понимать, опять же, вот почему еще, например, я там несколько раз бросал, да, потому что я раньше не понимал, почему у меня не получается достичь похожего звука, а там банально были исходники, ну, вообще не те, не того качества и так далее. Понятно, когда мы слушаем там каких-то своих кумиров там или треки референсные, естественно, там было все записано на очень сильно профессиональном оборудовании, да еще и человек очень сильно умеет петь, например. А тебе присылает человек, который там позавчера только микрофон купил. Ну, условно я говорю. Естественно, это будет звучать не так. И то есть важно понимать, что не одним сведением делается, да, там хороший саунд, а если человек, например, спел там без экспрессии, без каких-то эмоций, ты не вытащишь компрессором это. Эмоцию ты же никак не добудешь. Слушай, ну круто, очень интересно было услышать твои мысли, твой подход, понять. Непростой он, то есть у меня в голове сложилось очень ощущение, что у тебя большая вариативность, что ты можешь так сводить, иначе, то есть нельзя сказать, что прям все по одной какой-то схеме, то есть ты такой явно много экспериментируешь с саундом. Хочу прийти к тому, чтобы все-таки подход был примерно одинаковый. Хочу научиться сейчас поменьше эквализировать, например, там на мастере. Ну и в принципе добиваться сразу того саунда. Но вот опять же с опытом все приходит. То есть я понимаю, что я в принципе-то, ну вот на таком уровне, как сейчас свожу, что я год свожу всего лишь. У меня было ощущение, что ты уже набил где-то руку, то есть ты... Не, я набивал сводил руку, да. Мне очень сильно всегда импонировала тема сведения. У меня есть свободное время, я не буду там тикток листать, я, например, какое-нибудь видео на ютубе включу, там, как бочку с басом свести. Ну, условно, да, топ-5 сатураторов. В общем, потребляешь контент по теме. Да, вот, что-то просто вот по этой теме смотрел постоянно, что-то слушал. Мы беседовали с Тимуром Шафиевым, профессиональный электронный продюсер. Что-то мы затронули с ним какую-то тему, кто что смотрит и так далее, и он сказал, что он старается ничего не смотреть такого, что его отвлекает. Эту же мысль высказал, что он не интересуется какими-то вещами, которые просто ради развлекухи. Когда ты хочешь чего-то начать, тебе же
же нужно что-то, Ну да, какой-то контент пропитаться. потреблять. И ты тогда еще не понимаешь, что нужно смотреть, что не нужно, то есть ты не можешь грамотно фильтровать. Еще поэтому стоит пойти и поучиться к роману. Понимание потом большое приходит на самом деле, что можно смотреть, в том числе, что можно и пропустить. Слушай, ну вот последний вопрос. На какой ты сейчас стадии этого пути? То есть ты уже работаешь этим, зарабатываешь? Сделал ли или планируешь ли сделать это основным видом деятельности? Основным видом деятельности я давно уже планирую это сделать, в том числе, когда к тебе на курс пришел. Сейчас я, да, работаю, уже зарабатываю этим, но не столько, сколько хотелось бы, то есть полностью с работы я пока что еще не ушел с основной, со своей. В планах дальше учиться, сделать какой-нибудь профессиональный микс, более-менее известной исполнительницы на уже таком коммерческом уровне, чтобы слышали это по радио. Слушай, ну круто. Поздравляю тебя еще раз с крутым миксом, с релизом. Все-таки хорошее пополнение портфолио. Спасибо. Надеюсь, будем еще разбирать твои миксы, которые звучат по радио. В принципе, я иногда что-то заливаю на YouTube. Да, друзья, подпишитесь на каналы Евгения. Под видео вы все найдете. Соответственно, также можете обращаться к нему по миксам, по сведению. Он достаточно человек скромный, но я вам могу сказать, что его миксы очень-очень убедительно звучат. Собственно, эта победа не случайна. То есть это уже результат какого-то опыта, мастерства. Так что обращайтесь. Я считаю, вообще хороших специалистов надо ловить на начальной стадии, пока они еще доступных денег стоят. Вот, и потом на постоянке у вас всегда будет скидка, как говорится. Рад буду поработать, в принципе, обращайтесь. Я довольно-таки скромный, но постараюсь сделать хороший микс. У тебя есть, кстати, предпочтения какие-то стилистические, вообще жанры, в которых ты работаешь, не работаешь? Поп-рок, наверное, рок, поп-рок, в принципе, вот в том стиле, который мы сейчас сделали. Ну, больше, конечно, в роковую составляющую, но, например, какой-нибудь поп или там рэп тоже, в принципе, могу сделать. Да. Ну, то есть нет каких-то четких границ, да, то есть только рок и все, нет, обращайтесь. Если будет интересный, например, проект, то почему нет? Даже если, например, это рэп там или R&B какой-то, или электронная музыка. Итак, друзья, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на ресурсы Евгения, приходите к нам на обучение сведению. Все ссылки найдете в описании. С вами был Роман Стикс. Пока-пока.